Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. В одном из своих последних видео я рассказывала о том, где взять музыку бесплатно, так чтобы потом не иметь проблем с авторским правом. Сегодня я хочу вам показать, где можно взять бесплатно фотографии в хорошем причем качестве, помимо Google, так, чтобы у вас потом не было проблем с авторскими правами. Все-таки для начала я вам покажу, может быть, кто-то не знает, как найти картинки, причем есть некоторые хитрости в поисках картинок именно в поисковой системе Google. Я запускаю стандартный Google, пишу в поиск в строке Google, вправо выбираю картинки, вправо вверху картинки, и теперь, к примеру, напишу тюльпаны, фото. Во-первых, мы можем выбрать инструменты. Выбираем по размеру, сортируем эти тюльпаны. Большие, средние, маленькие. Думаю, это все знают, многие. Можно еще отсортировать по цвету. Допустим, тюльпаны будут в основном красного цвета. Выбираем, видите, преобладает красный. Выбираем, допустим, желтый, будет преобладать желтый цвет, и так далее. Такая есть хитрость. Есть еще права на использование, тоже можно учитывать. Если вы создаете слайд-шоу для загрузки на YouTube с лицензией, с любой лицензией, это все тоже можно разобраться. Можно выбрать даже конкретного размера. Точные размеры, допустим, 1280 на 720, если речь идет про слайд-шоу для YouTube, чтобы потом не обрезать файлы, не пострадали ваши фотографии. Одна большая проблема есть у фотографий, размещенных в поисковой системе Google, это в том, что они очень часто используются, и некоторые картинки уже довольно, так скажем, замылили глаз. Сейчас я вам просто покажу некоторые примеры. Например, фотографии по бизнесу. Вот эта картинка используется очень часто, вот эта лестница успеха используется очень часто. Но это еще не самые заезженные фотографии. Если сейчас поискать по теме, например, здоровья, вот эта девушка со скинутыми руками в разных вариантах, это уже очень-очень. Вот эта девушка, буквально у каждого второго, особенно вот эта девушка, все, кто не лень, используют эту фотографию. Но это для чего показала? Это я показала к тому, что если вы хотите, чтобы ваши слайд-шоу или ваши посты, если вы ведете активно свои аккаунты в соцсетях, были все-таки уникальными, я вам советую на время забыть о картинках в Google и использовать хотя бы один из ресурсов, которые я вам хочу порекомендовать сегодня. Итак, первый ресурс, один из моих самых любимых, называется Pixabay. Под видео я оставлю ссылку на все 4 ресурса, поэтому не переживайте, все у вас будет удобно и комфортно использоваться. Выбираем язык русский. Советую вам зарегистрироваться. Честно скажу, я еще не регистрируюсь, хотя фотографии брала неоднократно с этого ресурса. Здесь есть платные фотографии, есть бесплатные фотографии. Давайте пройдем процедуру регистрации. Зарегистрируюсь через Facebook. Фото я загружать не буду. Выбираю опять русскую версию, возвращаюсь. Я уже зарегистрирована. К примеру, давайте выберем все те же тюльпаны. Вот тоже огромное количество фотографий. Как здесь можно пользоваться? Вы выбираете, допустим, вот эти тюльпанчики. Видите, есть бесплатная загрузка. На Pixabay есть и платные. Но в данном случае речь идет про бесплатные фотографии. Выбираем бесплатную загрузку. И можно выбрать размер фотографии, который нам необходимо. Просто выбираем, допустим, вот этот. Выбираем скачать. И сохраняем файл, куда мы хотим его сохранить. Сразу в формате JPEG сохраняется. Сохранить, ничего сложного. С этим, думаю, вы сами разберетесь. Отличный сервис, очень рекомендую пользоваться. Следующий ресурс для скачивания фотографий Free Stock Image and Video. Выбираем Free Stock Photos. Затем выбираем Multi-Site Search. Выбираем Photo Stock. И затем появляется поиск. Поскольку меню здесь только на английском, я не вижу русских вариантов, поэтому советую вам все-таки выбирать на английском языке поиск. Выбираем слово бизнес и, пожалуйста, очень довольно интересно, на мой взгляд, фотографии на тему бизнеса. Здесь сразу можно выбрать загрузку. Выбираем загрузку. Download. И сохраняем фотографию в нужное нам место. Причем это абсолютно бесплатно. Вот эта фотография. Так, перехожу к рекомендации следующего, последнего ресурса comorgifile.com. Поиск фотографий. Тоже хотите, регистрируйтесь, хотите, попробуйте без регистрации. Допустим, тот же бизнес пишем. Вот здесь тоже фотографии можно выбрать. Скажем так, выбор может быть не такой большой, как были на предыдущих. Пожалуйста, загрузить. Даже без регистрации можно. Конечно, если вам понравилась фотография, лучше предварительно зарегистрироваться, оставить сердечко автору этой фотографии, проголосовать за него. Вот примерно вот такая вот картина. Видите, выбор есть. Не стоит зацикливаться только на одних картинках из Google.
Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи.